Всем привет, ребята! Мы сегодня в Самаре, и это бункер Сталина. Мы вчера вернулись из Самары, и я начал монтировать это видео и понял, что нужно дать несколько объяснений. Мы никогда не были в Самаре, и вообще в тех городах и странах, где мы бываем, мы стараемся не читать об этом подробно, чтобы иметь какое-то свое собственное представление. Так вот, это видео, это то, как мы увидели Самару за этот день. Мы поехали в Самару по одному очень важному делу, но тем не менее мы успели погулять и посмотреть город, и он нам, кстати, понравился. Мы ходим по Самаре и рассматриваем фасады зданий. Это очень красиво. Но что нас в первую очередь удивляет, тут нет людей вообще. Блин, здесь реально очень классное здание, деревянное. Такое все супер историческое. Еще... Еще бы не было здесь этих вонючих гаражей, было бы вообще прекрасно. Как тебе нравится? Да, мне нравится, что окна оригинальные. Привет, Варламов. Дело мы сделали очень быстро, и у нас было огромное количество времени, чтобы погулять, посмотреть, походить, поснимать. Поэтому мы с 7 утра до 12 ночи просто ходили по городу, и у меня сегодня болят ноги, так как после приседа. Триль! Вообще сюда платный вход. Как платно? 50 рублей. Не оказывается, открыты, нас отправили покупать билеты. По 50 рублей за штуку. А, нет, вот в понедельник ты должен был просто логически подумать, что если вот это 50 рублей, что как бы намек такой мягкий. Ребус. Пришли мы, значит, в музей, а на кассе говорят 150 рублей стоит. Ну, думаю, ну ладно, 150 рублей, так 150. Говорят, 250 рублей за камеру и 100 рублей за сотовый телефон. Ну, короче, мы не пошли. Да, до тех пор, пока в России музеи будут платная съемка, никто туда ходить не будет. Мы хотим найти бункер Сталина. Но у нас только секреты, что мы не можем уж полчаса найти. Самарский государственный институт культуры. Хочу вам показать один отвратительный пример, как делать не надо. Пластиковые окна с деревянным домиком. Мы нашли тетку с ракеткой. Но мы никак не можем найти бункер Сталина. Хорошо спрятал. Хорошо спрятался. Ты за мной повторял. Именно на фоне этого вида надо запустить эту главную песню про Самару. Да. Эх. Ах, Самара, городок, беспокойная я, успокой ты меня. Такое ощущение, что в Самаре не было земли. Ее сюда привезли. Эй! Мы не знаем, как устроена Самара, может быть, мы гуляли в историческом центре, но нам очень понравилось, там очень мало машин, очень мало людей, все очень тихо, уютно, спокойно, довольно много кафе и ресторанов, где можно посидеть, покушать, попить кофе. Мы пришли отогреться. Да. Из-за того, что мы не захотели идти к Сталину со школьниками, нам пришлось сидеть, пить кофе, греться, и пока я пила кофе, я нашла этот музей Ленина. Дом музея Ленина. Сегодня у нас день советской истории. Да. Изучим все. Мы в столовой дома Ленина.
гостиной. А, в гостиной. То есть это не столовая, это гостиная. Гостиная, да. Какие-то другие струны. Ну и где Ленин сидел, Ну, неизвестно. сказать, Да, и очень крутой дом. Очень классный дом, мне очень понравилась планировка, потому что мы сейчас живем тоже в квартире, в которой высокие потолки, сколько там метров? Дофига. Ну, короче, дофига. А сколько он ростом был, Ленин? А вот сейчас увидите. Видим даже. Да, даже увидите, как Что-то он не похож на себя, нет? похож, он слушай, молодой. Ну и все тогда люди были меньше. Это его скромная комната с портретом Чернышевского, самая, наверное, удачная в доме, мне кажется. Вот зашел, закрыл двери, и ты один. Что он там считал, что он еще делал? Он точно так же занимался статистикой, чтобы быть готовым ко всем своим статьям. И он В тот период он работал юристом, но потом, так же как и я, бросил юридическое образование, бросил карьеру юриста и решил делать революцию. Непонятно, с чьей помощью он решил. А? Экскурсовод сказал, что у него были друзья, попадались друзья, которые давали деньги. Кто это? Где мне найти таких друзей? Где вы, ребята? Я здесь. Пишите мне на почту. И печку тут шифонер, печку топили, да, печка из комнаты в комнату выходит. Было же печное отопление, воды не было, воду носили. Обои из оригинальные, колонки, тоже такие а были. обои исторические во всей квартире. Брата Ленина казнили за терроризм. Не за терроризм, а за изготовление бомбы. Да, но одно и то же. И это кабинет ее мужа Марка Елизарова, который помогал содержать всю семью. Книги все те, которые были в доме Ульяновых. Венские стулья. А чем этот дяденька занимался? Откуда деньги были? Он должен был заниматься сельским хозяйством, но занимался статистикой. Вот статист. Ну, экскурсовод так и не ответил на главный вопрос, откуда деньги были у семьи Ленина, а потом вот откуда у Ленина были деньги на всю деятельность. Ну, я думаю, что это останется без ответа. Это самое интересное. А еще нам очень понравилась экскурсия по бункеру Сталина. Экскурсовод фантастический. Да, если вы будете в Самаре, то это первое место, в которое я рекомендую вам обязательно сходить, потому что такого экскурсовода я не видела нигде. Мы находимся в бункере Сталина. Блин, это капец как глубоко. Очень круто. Ну, очень круто, да. Очень противоречивые какие-то чувства. В самый разгар войны они сделали какое-то невероятное просто сооружение, которое сейчас даже столько не делают, наверное. 9 месяцев. 9 месяцев. Вручную. В полной секретности причем. Этот бункер газобомбоубежище для временного нахождения в этом бункере. Значит, этот бункер строился лично для главнокомандующего товарища Сталина Иосифа Виссарионовича. Его строили в особой секретности. Никто из близлежащих дворов местных жителей понятия не имели, что здесь ведется такое грандиозное строительство. Бронированные двери. Сюда приехало 579 метров строится специалистов из Москвы и шахтеры из Кузбасса. Киркой и лопатой они строили вот этот бункер. Значит, начали это строительство в феврале 42 года и закончили его в октябре-ноябре месяце 42 года. Его построили всего лишь за 9 месяцев. Эти стволы собраны из чугунных тюбингов. Каждый тюбинг весит 500 килограммов. Собран он на болтах. Между тюбингами свинцовой пластины для герметичности. Эти тюбинги были приготовлены для строительства метро в Москве. Началась война, перевели сюда и строили эти бункера. И железобетонная стяжка по всему периметру этих стволов метровой толщины.
защита этого бункера. Сверху, вот здесь по всей этой площади, лежит железобетонная плита 3-метровой толщины, перекрывающая весь этот бункер. Потом идет слой песчаной подушки метровой толщины, и еще также перекрывает железобетонная плита метровой толщины. Общая глубина этого бункера 37 метров. Это 12-этажный дом под землей. Автономная работа бункера в течение 5 суток. После 5 суток происходит замена оборудования. Кабели оборонированные, провод свинцовой оболочки, провод медного сечения. 4 двери. Эти двери здесь муляжи. Для чего они сделаны? По прибытию сюда Сталина, чтобы он чувствовал себя как в Кремле. Обязательно предварительно позвоните и запишитесь на экскурсию, потому что просто так нельзя подойти. Группа должна быть 15-20 человек. Но 80 рублей стоимость экскурсии, это совершенно невероятное ощущение вы получите. У кого имели в виду? Он говорит, как кого имели в виду? Гитлера. А вы, товарищ секретарь, кого имели в виду? Вопрос. Говорили, что очень красивая набережная в Самаре, поэтому мы идем посмотреть. Сейчас всего 3 часа дня. 3 часа? Да, обратный поезд у нас в 11, поэтому нам надо... Нет, у нас 12. У нас 12, поэтому нам надо как-то сделать time kill. Я предлагаю торговый центр, потому что здесь есть много магазинов, которых у нас нет. Ни за что. Никаких торговых центров. Ни за что. Ни за что. И все-таки, когда уже стемнело и ходить было уже неинтересно, Юля уговорила меня поехать в торговый центр. Мы походили по магазинам, а потом пошли смотреть фильм. Мы смотрели российский фильм, кстати, очень прикольный. Фильм называется «Аритмия». Рекомендуем. Вода ледяная. Потому что сейчас где-то +1. А вода теплее, наверное, +1.